Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу трендовую брелок-обвес лошадку крючком из рафии. Используя два вида рафии. Свяжу изделие из рафии 100% целлюлозы. Это бюджетный материал. У такой рафии обычно широкая палитра классных ярких цветов. И также вяжу изделие из нежнейшего волокна. Это рафия из японского сырья. Она натуральная и заявлена как 100% вискоза, то есть такие изделия даже можно стирать. Здесь, конечно же, премиальный вариант будет подороже, это бюджетный вариант. Я связала лошадку из бюджетной пряжи, она плотная, прекрасно держит форму. Вязать ее немножко сложнее из-за того, что нить жесткая. И связала лошадку из премиальной рафии, она мягкая, нежная, вяжется легко и просто. Выбор остается за вами. Сейчас переходим к работе. Все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Вязать лошадку я буду из яркой солнечной пряжи желтого цвета. Еще раз обращаюсь к своим уже связанным брелкам. Левая лошадка связана крючком 4 мм, правая 3,5 мм. Обратите внимание на размер. Сейчас я буду вязать крючком 3,5 мм, но из рафии 100% целлюлозы. Изделие получится более плотным и немножко меньшего размера. Мне этот размер нравится больше. Я делюсь с вами также небольшим лайфхаком. Рафию из 100% целлюлозы можно перед работой немножко увлажнить с помощью пульверизатора. Тогда вязать будет немного проще, нить будет мягче. Периодически подматывая, буду подбрызгивать ее. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю и создаю первую петлю. Вязание будет идти снизу вверх, начинаю с ножек. Набираю 4 воздушные петли, достаточно свободно, чтобы легко выйти на первый ряд. Вторая, третья, четвертая. Четвертую пропускаю, она уходит на петлю подъема. В заднюю перемычку второй петли от крючка провязываю столбик без накида. Первый, следующую точку второй и в последнюю точку ряда третий столбик. В первом ряду у меня 3 столбика. Петля подъема в конце каждого ряда. Переворачиваю вязание, край начала можно сразу ввязать в полотно. Я немножко укорочу его, чтобы не ввязывать его долго. Здесь подхватываю, пропускаю петлю подъема, за обе дужки кромочной косы провязываю первый столбик. Во вторую точку мне нужно будет сделать добавление. Провязываю сразу 2 столбика без накида во вторую точку. Второй. И последняя точка, столбик без накида. Теперь в ряду у меня 4 столбика. Петля подъема, переворачиваю вязание, провязываю следующий ряд, 4 столбика до конца ряда без добавлений. Первый, второй, третий и четвертый. Готово. У меня сейчас провязано 3 ряда. Петля подъема и в четвертом ряду без добавлений 4 столбика в ряд. Первый, второй, третий, четвертый. Первая ножка готова. Здесь укорачиваю нить. Вытягиваю полностью, оставляю эту деталь в стороне и вяжу точно такую же в 4 ряда. У второй детали провязано точно так же 4 ряда. Теперь петля подъема, переворачиваю. Мне нужно 5-м рядом соединить эти 2 детали для того, чтобы был закругленный плавный переход между ними. Здесь провязываю 4 столбика, так как 4 точки для провязывания. Третий,
и 4. В эту последнюю 4 точку провязываю добавление. Еще один столбик сюда же. Далее 3 воздушных. 1, 2, 3. И соединительную уже в эту кромочную косу. Плотно притягиваю и соединяю. Далее петля подъема. И сюда же в эту точку еще один столбик, то есть добавление симметрично с этой стороны и с этой стороны. Далее завершаю ряд, в каждую точку по одному столбику, придерживаю нить, чтобы петля последней столбика не была растянута. Вот так фиксирую ее и провязываю. Петля подъема, переворачиваю полотно, этот край сразу вяжется в одну точку. Один столбик. Здесь за счет добавления уже будет 5 столбиков. 2, 3, 4 и 5 вот в соединение. Готово. Далее по цепочке из воздушных вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю 1, следующую точку 2 и последняя точка 3 столбик без накида. Здесь было 3 воздушные, соответственно 3 столбика. И снова возвращаюсь к полотну. Здесь у меня симметрично 5 точек для провязывания. Провязываю в них 5 столбиков без накида до конца ряда. Последний. Готово. Вот такая деталь у меня сейчас. Поворотными рядами навязываю еще 2 ряда без добавления и убавления. У меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 точек. Вот 13 столбиков в одну сторону и 13 столбиков обратно. Если смотреть по центру, навязано 3 ряда. С этой точки петля подъема. Вяжу еще один ряд в текущем направлении. Только в этом ряду буду делать убавление. В конце ряда не довязываю до конца 2 точки. Эти 2 точки сформируют закругление в районе хвостика, как здесь. Первая точка, вытягиваю петлю, и вторая точка, вытягиваю петлю, эти 2 петли провязываю вместе, петля подъема, и сразу же переворачиваю в начале ряда, снова делаю убавление. Первая петля, вторая петля, провязываю 2 петли вместе. Сейчас двигаюсь к концу ряда. Этот ряд по этой половине уже формирует спинку моей лошади. Вот это место, где далее будет вывязываться хвостик. И здесь, подходя к окончанию ряда, я провязываю добавление. Мое вязание уходит на вывязывание шеи и морды. Последнюю точку провязываю сразу 2 столбика. Первый, второй. Петля подъема, переворачиваю вязание и в начале ряда снова, чтобы выступ продолжал выходить за туловище, провязываю добавление. Первый столбик в первую точку и в эту же точку провязываю второй столбик. Далее провязываю 3 столбика в отдельные точки. Третий. Вот по сути вместе с добавлением у меня провязано 5 столбиков. И здесь нужно провязать убавку. Одна точка, вытягиваю петлю, следующая точка, вытягиваю петлю и провязываю эти петли вместе. Готово. Петля подъема, переворачиваю. Далее по этой стороне продолжаю убавлять, по этой добавлять. То есть сейчас здесь первая точка, вторая, убавка. Далее провязываю столбик в отдельные точки. Второй, третий, четвертый, это последний.
Сюда же провязываю еще один, то есть добавление. И выхожу на воздушные петли. 1, 2, 3, 4 петли. Переворачиваю вязание, отступаю одну петлю. И здесь за обе дужки кромочной косы провязываю столбик без накида. Первый, следующую точку второй, еще одна точка, третий. Готово. Теперь уже отверстие по полотну. В него снова провязываю добавление. Первый столбик и в эту же точку второй столбик. То есть мордочка вот в эту сторону немножко пойдет. Далее вяжу столбики в каждую отдельную точку. До конца ряда не довязываю 2 столбика. Вот они, эти 2 столбика. И снова здесь провязываю их вместе. Убавление. Готово. Петля подъема. Переворачиваю. Вот что сейчас имею пока. В этом ряду снова убавляю в начале ряда. Первая петля, вторая, их вместе. Двигаюсь к добавлению прошлого ряда. В этой точке снова делаю добавление. Здесь получается один столбик, второй и третий. Вот прокалываю его. С этой стороны это добавка. Снова в эту точку провязываю 2 столбика. Первый и сюда же второй. Готово. Теперь по части мордочки, которая выходит к носу. 1, 2, 3. И здесь получается последняя точка, 4 столбик. Петля подъема. Здесь снова первый, второй, третий. Нахожу добавку прошлого ряда, вот 4 столбик. И в 5 мне снова нужно добавить. Провязываю 2 столбика в одну точку из добавления прошлого ряда. Вот здесь между началом и добавкой 1, 2, 3, 4 столбика. И завершаю ряд точно так же, не довязывая 2 точки до конца ряда, потому что эти 2 точки мне нужно убавку провязать. Первая, вторая, вот их провязываю вместе. Петля подъема. Я почти завершила вязание этой детали. Мне осталось провязать только вот этот бугорок, выступ. Что я делаю? Провязываю убавку, продолжаю по этому краю. Первая петля, вторая, провязываю их вместе. Далее 1 столбик, второй столбик приходится на добавление прошлого ряда, но здесь я уже не добавляю, а провязываю снова убавку. Вытягиваю первую петлю, в следующую точку вытягиваю вторую петлю, 2 петли вместе. То есть сейчас последним рядом у меня провязана убавка, столбик без накида, убавка. Петля подъема, переворачиваю, у меня остается 3 петли всего. Я провязываю убавление. Первая просто петля и 2 еще точки. Провязываю их вместе. Все. Здесь теперь укорачиваю нить и вытягиваю полностью. У меня завершилась эта деталь. Вот такая округлая макушка. Сейчас точно так же. По всем тем же самым шагам я вяжу такую же точно вторую деталь, но после вязания второй детали я не укорачиваю нить, потому что сошью детали этой нитью. По ходу будет вывязываться хвостик, ушки, посмотрите, какие аккуратные, необычные ушки я связала для своей лошадки, и петельку, которая она будет крепиться куда вам захочется.
В этой точке у меня две одинаковые детали. Здесь вам нужно определиться, чем вы будете наполнять свой брелок. Я буду использовать ту же самую нить рафии, для того, чтобы даже через маленькие отверстия по вязанию у меня не просвечивался другой наполнитель или цвет. Можно наполнить пряжей в тон. Здесь у меня наполнена трикотажной пряжей в тон. Здесь я использовала ту же самую рафию. На ваш выбор. Я отрезаю небольшой запас и подготавливаю. Теперь прикладываю детали. Здесь не имеет значения лицо, изнанка, все одно. И начинаю двигаться. Двигаться буду по направлению к мордочке, по ножкам, к хвосту и закончу в этой же самой точке. Здесь прохожу в соответствующее отверстие, подхватываю петлю, вывожу ее сюда. С помощью рабочей нити провязываю воздушную. Далее за обе дужки здесь точка соответствующая, то есть здесь тоже за обе дужки провязываю столбик без накида. Готово. По боковым частям тоже нахожу соответствующие точки и провязываю столбик без накида. Здесь в углублениях можно провязывать убавки, чтобы нить гармонично ложилась. Вот здесь угловая точка, я ввожу один раз крючок, потом в соседнюю петлю второй раз крючок и провязываю вместе убавление. Тогда вот этот край будет более гармонично смотреться. Далее дужки кромочные. Они полностью совпадают, так как детали одинаковые. Вот здесь я снова выхожу на боковины, где у меня закругление, можно наоборот провязывать добавление. Мордочка. И вот снова закругление, в него просится добавка, иначе я не смогу гармонично повернуть. То есть я уже на этой стороне должна быть, а петля у меня здесь. Вот в эту точку провязываю еще одну петлю, и тогда я оказываюсь с этой точки. И так двигаюсь петля за петлей, точка за точкой, наверное, вот до сюда. Здесь начнется у меня хвостик, и уже можно будет наполнить тельце. Полдела сделано. Теперь я постараюсь слегка набить ноги, потому что в дальнейшем будет сложнее к ним пробраться. Прям сворачиваю рафию так и прохожу в ножку, в одну и во вторую. Теперь возвращаюсь к своему шву. У меня вершина закругления, которое здесь было провязано, и из этой вершины я формирую хвостик. Он может быть разным по длине. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7-я петля, этого мне достаточно. Одна петля пойдет на петлю подъема. Переворачиваю цепочку из воздушных во вторую точку, в заднюю перемычку, провязываю столбик без накида. Первый, в следующую заднюю перемычку второй. И так 6 столбиков. Провязано, и закрепляюсь в ту же точку, из которой я выходила. Вот так аккуратно смотрится хвостик. Далее покажу, как сделать к нему кисточку. Здесь продолжаю шов по кромочным петлям. Двигаюсь к макушке. Завершается круг, вот она первая петля, в нее я провязываю соединительную, но не прерываю нить. Сейчас я сделаю ушки и петельку. Нахожу петли столбиков, вот прям подхватываю, вот она эта петля немножко ниже, она относится к полотну. Вставляю крючок, вывожу петлю
и провязываю столбик без накида. В эту же самую точку еще раз вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Третий раз сюда же и четвертый раз в эту точку. Вот такое аккуратное ушко у меня получилось. Теперь мне нужно уйти на противоположную зеркальную сторону. Вынимаю крючок, здесь нахожу точку, куда увожу эту петлю на другую сторону. Вот так. Но прежде чем увести петлю, рабочую нить тоже оставляю там, за работой. Все. Ушко с одной стороны готово, смотрится здорово. Теперь на этой стороне нахожу точно такую же зеркальную петлю. Вот она. Подхватываю ее, вот на противоположной стороне, и провязываю в эту точку точно так же 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Готово. При отпаривании деталей я хорошенько потяну и поравняю ушки моей лошадки. Здесь теперь вынимаю крючок, возвращаюсь в основание, и можно сделать петельку, не прерывая нить. Она может на ваше усмотрение быть любой длины. Я делаю где-то 20-25 воздушных петель. Готова моя петелька. Делаю соединительную. Крепко укорачиваю нить для того, чтобы еще немножко спрятать кончик. Вытягиваю ее полностью и далее провожу еще несколько раз здесь внутри, создавая узелок. И уже тогда можно спрятать в толщу полотна. Все, край спрятан. При отпаривании все неровности можно поправить, с формой поиграть. Если где-то что-то вам кажется не идеальным, утюгом с паром можно все это поправить. Здесь гриву с каждой точки можно начать отсюда, можно начать с затылка на ваше усмотрение. Я делаю точно так же, как и хвостик. Вот сейчас на примере хвостика покажу. У меня это лицевая сторона, здесь проходила обвязка. Я подготовила 4 нити, они уже нарезаны. Здесь я нахожу верхнюю точку, вершину поворота, подхватываю 4 нити за центр, увожу их сюда. Достаточно вытягиваю петлю, чтобы в эту петлю можно было увести весь край. Вот так край подхватываю, продеваю. Здесь тоже можно смягчить, чтобы упростить себе работу. Достаточно жестковато, особенно на таком коротком промежутке рафии. Все. И здесь уже подстричь до ровного. При отпаривании она еще немножко распушится. И здесь, соответственно, то же самое. Можно в одно сложение нити, можно в два. Пройтись по кромочным петлям. Снова с лица на изнанку крючок, подхватываю петельку и подхватываю оба края. Вот таким узелком накрепляю. Лошадка готова, очень яркая и стильная. У меня в планах навязать из всей палитры этой рафии. Итоговые размеры 15 на 9 сантиметров. Также можно добавить бусинку в виде глаза. Подписывайтесь на мой канал, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Будет много интересного. Всем пока!